Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Наша февральская рассада перца и баклажанов основательно подросла. Она уже у нас в больших горшках находится. И вот сегодня 22 апреля 2022 года в знаке Козерог будем высаживать рассаду. Слишком она уже большая и уже до мая месяца слишком далеко. Но и в теплице почва здесь прогрелась до 21 градуса. Здесь чуть-чуть прохладнее, чем в той теплице на 1 градус. Но почва теплая. И начинаем высаживать сладкий перчик. Снова же мы с осени заготовили. Нужны кормовые дрожжи 1 к 1. Мука рыбная, борошно рыбное, а также мука мясо-костная. Это очень хорошие кормовые минеральные добавки для всех видов животных и птиц. Мы покупаем в магазине для животных. Ветеринарная помощь. И вот это все по 1 килограмму мы сейчас засыпаем в таз и готовим вот это прекрасное удобрение. Натуральное удобрение для того, чтобы получать качественные, экологически чистые плоды. Это питание очень нравится растениям. Мы уже это испытали. И так засыпаем таз. Вот она. Сначала рыбная мука. Не имеет значения, в каком порядке это делаем. Высыпаем. И кормовые дрожжи. Это уникальная штука тоже хорошая. Здесь у нас тоже питательные вещества очень хорошие. И они сделаны на вот этих кормовых высевках, так называемых. Вот так вот. А теперь обязательно нужно все это перемешать. Вот она такая консистенция. Вот. Здесь есть весь набор нужных питательных веществ. И причем растения, вот если минеральное удобрение сыпят люди под растения, то они сразу или что-то берется, если это неправильный день, используется, то выносится в почвенные воды, в почву. А эти удобрения долгоиграющие. Сколько нужно растению, столько оно берет. И практически за весь сезон растения пользуются вот этим питанием, которое мы сейчас готовим для посадки наших овощных растений. Для начала поработаем с самим растением. Сегодня хороший день в этом плане, поэтому мы возьмем вот эти все пасынки, а также нижние листья. Сразу их уберем. Они не нужны сейчас. Это будет дополнительная нагрузка. И, кстати, убираю вот этот первый плодик, хотя он завязался, но с него толку не будет, потому что здесь видно, что он светленький, ему не хватало силы в горшке, поэтому вот смотрите, мы вот таким образом вот это растение почистили. Вот еще один, это у меня Барби, а этот другой сорт. Ну, о сортах мы будем говорить, у меня их несколько в этом году, мы будем говорить отдельно. Вот смотрите, все пасынки, все это дополнительно энергия идет на вот эти части. Так, и первые цветочки тоже их убираю. Вот они. Здесь сейчас у нас могут быть еще и прохладные дни, поэтому мы убираем здесь пасынок. И здесь же у нас листик. Ну вот здесь достаточно, видите, развилочка, уже пошли формироваться вот эти боковые побеги. Вот так он. Вот этот перец формируется. Ну и затем, перед тем, как мы будем высаживать, мы хорошенько прольем, для того, чтобы легко из этой емкости доставать наши растения. Вот. Ну а теперь будем делать ямку. Сначала определим, у нас от стойки здесь будет 50, от стенки 60 сантиметров. То же самое здесь. И вот здесь будем первое растение высаживать, для того, чтобы не упиралось в пленку. Здесь елки, потом запекается растение. Поэтому мы сейчас будем делать яму. Итак, мы от стеночки 50 сантиметров взяли. И между растениями тоже 50 сантиметров.
сантиметров, потому что это растения мощные, очень хорошие растения, гибридные. Вот здесь центр. Ну, очень удобно вот сделать вот таким образом. Это у нас будет как указатель. Ну и вот это место, где мы будем делать ямку сейчас. Мы сейчас определяем. Это у нас здесь ямка будет. И причем ямка должна быть круглая. Именно по объему нашего горшка. Вот это особенность. Видите, сколько червячков. Как много. И земля такая воздушная. Видите, насколько хорошо готовить почву заранее. Ну вот беру 200 миллилитров конкретно под это растение. Потому что у нас вот таким образом вот здесь корневая система. И 200 миллилитров. Это много. Вот половина горшочка, потому что оно где-то 470 миллилитров объем. Здесь достаточно для этого растения. И перемешиваем хорошенько вот эти удобрения. В этих удобрениях есть практически вся таблица Менделеева. Они натуральные, органические. Мы много лет этим пользуемся. По крайней мере, пока есть такая возможность, мы будем это перемешали во всем вот этом радиусе, где будут формироваться корни. Итак, у нас тут по веревочке. Где-то вот здесь мы будем выкапывать ямку. Итак, вот он у нас центр ямки. Вот так вот. Итак, копаем теперь ямку для того, чтобы посадить сюда наши перчики. Причем прелесть ранней рассады, вот они уже мощную имеют корневую систему. Сейчас мы посмотрим, какая-то здесь корневая система. Вот. Червячки, все здесь помощники наши работают, трудятся. Ну и вот мы теперь берем. У нас уже намок горшочек. Горшочек здесь больше 3 литров. Ну и пытаемся сейчас его вытянуть. Видите, поддерживаю здесь вот так. Вот как его вытянуть. И вот так. Корневая система шикарная. Прелесть. И эти перцы, это растение высаживается всегда именно на уровне, как росли в рассаде. Здесь остается только лишь выровнять его. Так. И вот эту земельку, которую мы вот отправляли, видите, получается, здесь у нас росла рассада, здесь мы больше не добавляем. По бокам хорошенько присыпаем вот эту землю. И вот таким образом у нас еще уже второе растение посажено. Здесь мы чуть-чуть ближе к стеночке, здесь у нас на выходе. Но рядки у нас расположены будут. И так мы всегда в этой теплице с севера на юг. И растения открываются. Затем пленка. И получают одинаковое количество света. Хотя здесь затененное место. И вот так, таким образом мы посадим сейчас все вот эти большие растения, которые мы посеяли в феврале месяце в Тельце. А сегодня Козерог. Замечательно будет как раз 2 знака, которые отвечают за развитие корневой системы и создание в Тельце. Было посев, это хорошая корневая система и, самое главное, большой урожай. Ну и Козерог тоже, убывающая луна, но это очень хорошая корневая система, крепкое здоровое растение и хороший урожай. Ну что ж, перчик, который мы посеяли в феврале месяце в знаке Телец, он уже высажен в теплицу. Вот он здесь у нас. Рядышком и горошек уже растет, скоро тоже зацветет. Ну и на пару, даже не на пару, здесь у нас и редис растет в этой теплице. И перчик уже посажен. Видео, как и перец, посадили вместе Раиса Греченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами. Мира и добра, хорошей вам погоды, удачных посевов, посадок и хорошего, добротного вам урожая в 2022 году. Мы прощаемся. До следующего видео. Пока-пока.